Сегодня в видео ты найдешь десятку только лучших игр для своего телефона или планшета. И всем привет, братюни и сестрюни. Меня зовут, как всегда, Лайт. Ставь лайк, если хочешь больше топов. И комментарий, который останется без лайка, попадет в следующий выпуск. Также в видео будет проходить конкурс на 1000 рублей на твои любимые игры. А правила и прошлый победитель будут где-то в видео, поэтому смотри его до конца. И усаживайся поудобнее, наливай чаёку. И мы с тобой начинаем ролик. Продолжение безумного симулятора, в котором речь пойдет о сумасшедших приключениях козла. Что могло бы случиться, если бы козел начал жить среди людей? На самом деле все что угодно. Вы получите полную свободу действий. И тут у нас большой открытый мир. Более того, вы сможете бодаться или даже отправиться на крышу небоскреба и использовать разное найденное оружие. В общем, тут будет чем заняться. Помимо прочего, проработали не только сюжетную кампанию, но и полноценный мультиплеер. Можно будет поиграть с друзьями до 4 человек. К особенностям игры можно отнести большое количество увлекательных и забавных отсылок к другим играм, наличие полной разрушаемости и открытый мир. Пока ты готовишься к весеннему игровому марафону Steam, GG Sale дарит тебе бонус – секретную распродажу. Попасть на нее можно будет только по специальной ссылке в описании. Там ты сможешь пополнить баланс Steam с минимальной комиссией всего 5%, а также купить игровые ключи и валюту по отличным ценам. Не упусти шанс. Для пополнения требуется всего лишь ввести логин Steam и необходимую сумму в блок с прямым пополнением, нажать на кнопку «Оплатить» и выбрать способ оплаты. GG Sale не просто магазин. Это целый маркетплейс. Тут есть абсолютно все. Ключи к играм, в том числе к новинкам и даже тем, что недоступны в РФ. Игровая валюта для компьютерных и мобильных игр. Программное обеспечение. Игры и подписки для консолей PS и Xbox. Тут даже можно найти подписки на ушедшие из России сервисы. А безопасность прежде всего. Твои деньги не уйдут продавцу сразу. Система сохранит их, пока ты не проверишь покупку. Если что-то пошло не так, просто отмени оплату и средства вернутся. Пиши в поддержку. Ребята ответят ночью и помогут решить любую проблему. Ссылки на распродажу в описании под видео и в закрепленном комментарии. Не упусти шанс пополнить Steam с комиссией всего 5%. Такое бывает только на GG Sale. Это у нас крутые дрифт-гонки с реалистичной физикой. На выбор более 50 автомобилей. От средних седанов до экзотических спорткаров. А для удобства есть 4 вида камеры. Также доступна кастомизация машин, как внешне, так и технически. Подгоните тачку под себя и выделяйтесь из массы однообразных машин. Соревнуйтесь со своими друзьями в онлайне и докажите, что именно вы самый крутой дрифтер. Играется прям очень приятно. Поэтому советую. Лайт, передай, пожалуйста, привет. Без проблем. Юрец, привет тебе. Мобильная версия игры, в которой нужно рыть яму в собственном саду. Вас ждут приключения, где нужно копать, собирать ресурсы, улучшать инструменты и постепенно спускаться вглубь земли. Кто знает, что именно скрывается под землей, какие реликвии вы сможете найти и что за секрет сможете раскрыть. Начать копать предлагается прямо во дворе вашего дома. Персонаж возьмет в руки небольшую садовую лопату и приступит к делу. А каждое успешное действие отнимает энергию. Для ее восстановления придется тратить деньги. Заработать их можно будет простым способом. Копаем, находим золотые монеты, артефакты, разные предметы и продаем их. Деньги можно тратить не только на улучшение оборудования, но и на покупку новых инструментов, например, дрель или пылесос для зачистки местности. Чем глубже вы будете продвигаться, тем сложнее станет копать. Придется использовать взрывчатку и мощные лампы, дабы не потерять и найти дорогу на поверхность. Геймплей повторяется из раза в раз, но при этом он не надоедает. Самое главное – это своевременно обновлять оборудование и исследовать новые области, постепенно углубляясь в крошечную темноту. Затягивающая пошаговая фэнтезийная игра, где нужно воевать за земли, где нужно завоевывать земли и развивать собственное королевство. Эта игра очень похожа на героев меча и магии. Вы будете использовать магию, прибегать к силе магистров и сокрушать вражеские армии. Большую часть времени придется сражаться с врагами, обустраивать собственное поселение и исследовать мрачный мир Эрбора. Одно из самых интересных в игре – это участие в пошаговых сражениях. Вы будете командовать целой армией и участвовать в битвах, исход которых
которых напрямую зависит от принимаемых решений. Переиграйте своих оппонентов, используя разную стратегию и тактику, магию и адаптируйтесь под меняющуюся местность. Сражения важны, но не стоит забывать про сбор ресурсов и материалов. Они нужны для строительства, улучшения сооружений и формирования войска. В игре доступны 4 сюжетные линии. Выполняйте миссии и постепенно открывайте для себя загадочный мир Эрбора. Локации генерируются случайным образом. Все они уникальны и позволяют расширить собственные знания, пробовать разные тактики и все способы сокрушения армии противников. К особенностям игры можно отнести интересные пошаговые битвы, 4 полноценные кампании и случайно генерируемые карты. Необычный вариант гонок, где вам придется самому собрать свою машину из разных запчастей. Чем лучше будет собрана машина, тем больше шансов у вас победить. В опасном дерби на выживание соревнуйтесь с игроками со всего мира, чтобы выйти в финал и стать чемпионом. В мире постапокалипсиса уличным бандам приходится сражаться друг с другом за редкие ресурсы. Чтобы выжить, вы найдете множество разных видов машин, которые вам предстоит переделать под боевые. Соблюдайте баланс между маневренностью и боевым потенциалом. Разумный подход к делу, тонны мощного оружия и ваш собственный уникальный дизайн помогут создать вам непобедимый автомобиль. Всего один вопрос. Что лучше, планшет или телефон? Братишка, все зависит от того, какой планшет и телефон. Но играть мне больше нравится на планшете, чем на телефоне. Братишка, что смотрит в экран? Такой же вопрос тебе. Напиши в комментариях. Будет интересно почитать. Это у нас необычный хоррор, в котором вам придется выполнять, казалось бы, совершенно обычную и совершенно не опасную роль няни. Однако малыш оказался совсем непростым, и как только наступает ночь, в доме начинают твориться по-настоящему жуткие вещи. Играя за няню, вы будете выполнять множество простых и бытовых обязанностей. Кормите ребенка, одевайте его, укладывайте спать. Все время приглядывайте за малышом. Потому что стоит ему оказаться без присмотра, могут начаться происходить странные вещи. Со временем вы понимаете, что ребенок оказался совсем непростым, а в доме заперты души его жертв. Поэтому помимо своих основных обязанностей, которые никто пока не отменял, вам необходимо находить в доме разные предметы и освобождать из них души. В целом очень необычно, прикольно, советую поиграть. Игра, в которой вы должны будете работать охранником и решать, кто может пройти в ночной клуб, а кому стоит вернуться домой. Работа непростая, но очень интересна, учитывая огромное разнообразие персонажей, которые будут пытаться пройти в клуб. В левом верхнем углу отображаются условия, при которых персонаж может пройти внутрь. Например, обязательное наличие ковбойской шляпы, очков и прочих аксессуаров. В нашем распоряжении окажется определенный набор инструментов, которые можно использовать для исправления внешнего вида посетителей. Например, машинка для удаления татуировок, аппарат для проверки на алкоголь, сканер металлических объектов и многое другое. А при желании можно вступить в словесную или даже физическую перепалку. Но не будьте так уверены в себе. В случае проигрыша вас просто могут уволить. Этот братишка забирает 1000 рублей. Напиши мне в ВК или ТГ. А правила сегодняшнего конкурса, чтобы забрать 1000 рублей на игры. Первое, тебе нужно подписаться на канал, нажать на колокольчик, написать любой комментарий от 5 слов, поставить лайк под видео. И в следующем видео мы снова подведем итоги с помощью рандомайзера. Всем удачи! И мы с тобой двигаемся к следующей игре. Это прикольная стратегия в режиме песочницы, в которой вы сможете создать целую цивилизацию на планете. Начинать вам предстоит с самого начала. В вашем распоряжении будет только прекрасная, первоначальная планета, где есть достаточное количество ресурсов и красивые локации для мирной беззаботной жизни. Перед тем, как поселить на планету первых жильцов, вам понадобится подобрать для них наиболее подходящее место из нескольких вариантов. Затем постепенно начинайте расширять поселение города. Добавляйте в мир новых животных, меняйте ландшафты и всячески улучшайте жизнь людей на планете. Конечно же, не забывайте защищать их от опасностей в виде диких животных, стихийных бедствий и держите под контролем регулярно возгорающиеся конфликты. Стоит отметить, что есть и обратная сторона развития событий в игре. Устроить полнейший хаос, но выбор остается только за вами. К особенностям игры можно отнести приятная пиксельная графика, неограниченное количество вариантов развития и простой, понятный интерфейс. На втором
второй строчке у нас уже классика. Это Макс Пейн. Игра рассказывает о полицейском, чья жизнь в один момент превратилась в настоящий кошмар. Все случилось с того, что какие-то наркоманы напали на его жену и дочь, а последней каплей стала попытка его товарищей повесить на него дело, которое он не совершал. Теперь Максу приходится скрываться ото всех, а желание поквитаться со всеми, кто заставил его страдать, со временем становится непреодолимым, и судьба дает ему такой шанс, оставив несколько занимательных деталей. Главному герою не остается ничего иного, как заняться собственным расследованием. Во время сражений можно будет использовать замедление времени, ну как в фильме «Матрица». Хотя кто не играл Макс Пейн, напиши в комментариях. Мне правда интересно. Этот эффект стал знаменитой и фирменной фишкой игры. Применяя данную способность отстреливать врагов, чрезвычайно удобно. На самом деле сейчас самое время перепройти эту игру, она прям очень атмосферная. В этой игре вам предстоит сыграть за шефа полиции, который должен заработать $500 000, прежде чем выйдет на пенсию через 6 месяцев. Как главный герой достигнет цели, уже полностью зависит от предпринятых действий. Вы можете сделать все честно и правильно, убирая с улиц плохих парней, либо пойти более легким путем, например, воспользоваться услугами коррумпированного мэра и подконтрольных ему преступных банд. Такая ситуация требует индивидуального подхода. Вы сможете лгать прессе, устраивать пытки подозреваемых, заметать следы преступлений или действовать более честно. Все решения полностью зависят только от вас. Игра радует очень интересным сюжетом. И главное, ваш выбор определяет дальнейшую судьбу главного героя. Но это у нас, как обычно, бонусная игра, где ты уже сейчас сможешь записаться на пререгистрацию, и когда она выйдет, поиграть в нее самым первым. Это у нас кооперативный хоррор постапокалиптической реальности планеты Земля, лишившейся человечества и безопасной среды обитания. Вместо людей теперь по заброшенным домам бродят странные персонажи, любящие от оставшегося человечества предметы роскоши и искусства. В их обязанности входит поиск ценностей. Ожидается выйти совсем скоро, поэтому ждем. Ну а меня звали, как всегда, Лайк. Ставь лайк, а также смотри вот эти крутые топы. И всем пока-пока.